Друзья, привет! Я продолжаю свой гайд по моду Forestry. Сегодня начну рассказывать про пчеловодство. Самые основные моменты. Значит, чтобы заняться пчеловодством, вам, естественно, нужна пчела. Где ее добыть? А, Пчелы добываются из ульев, которые генерятся в мире, в разных биомах. Причем в зависимости от биома ульи тоже разные. То есть, если вы где-то в лесу, например, находите улей, то, скорее всего, вам попадется лесной улей. Если на лугу, соответственно, луговой, в пустыне пустынный, болотный также есть, тропический и снежный улей. Это ульи, соответственно, из стандартного форестри. Еще есть множество расширений, которые добавляют новые виды пчел, например, Magic Bees, про которые я также обязательно расскажу. Супер крутой полезный мод, дополнение к форестри. Итак, допустим, вы идете по миру и натыкаетесь на такой вот улей. Что вам, соответственно, с ним делать? Для того, чтобы этот улей сломать и чтобы выпала пчела, вам обязательно нужен либо сачок, либо, если у вас стоит дополнение там для Industrial Craft, ваджра. То есть либо то, либо то. Ну, в стандартном форестре есть сачок. Находим улей и, соответственно, ломаем. Вот у нас выпадает пчела, а еще какая-то сота. Лесная принцесса выпала, например. Вот, например, еще один улей выбиваем. Здесь у нас еще и трутень выпадает. Прекрасно. Что с ними дальше делать? Дальше нам потребуется пасека, чтобы получить из них продукцию. Так, возвращаюсь домой. Так, и мне сейчас потребуется какая-нибудь пасека. Давайте сейчас прогрузится система. Так, пасека. Вот такая вот есть стандартная пасека. У меня уже все в системе записаны крафты. Значит, в стандартном форестре у нас есть три варианта, как минимум, для того, чтобы использовать пчел. Это пчелиный домик, самое примитивное, самое простое. Но там не рекомендую его использовать, потому что очень маленький будет выход продукции. Лучше немножко вложиться ресурсами и скрафтить себе пасеку. Вот. Для крафта пасеки вам потребуется пропитанный корпус, а он делается, соответственно, из дуба и растительного масла в плотнике. Если что, смотрите предыдущее видео, я показывал там, как этот плотник выглядит, как его запитывать и как делать растительное масло. Напоминаю, это в соковыжималке делается. Итак, допустим, у вас пасека есть, что дальше? Куда-нибудь ставим ее. Например, где-нибудь здесь место найду. Хоп. Дальше нам потребуется принцесса и один трутень. Кладем. Вот они скрещиваются и получается матка. Как видим, продукция пчела не работает, потому что, во-первых, ей темно. То есть у этих пчел очень много различных характеристик, так называемые гены, то есть которые там влияют на то, будет ли работать пчела ночью, будет ли она работать в дождь, в каких биомах она будет работать. Ну, о генах я, наверное, в следующих видео уже расскажу подробно. Сейчас я покажу общий принцип, как эти пасеки работают, как их можно автоматизировать. Вот, собственно, у нас есть принцесса, трутень, кладем, и, соответственно, у нас получается матка. Дальше, когда условия будут подходящие, вот, пожалуйста, у нас посветлело, и, соответственно, матка начала работать. Она будет постепенно производить продукцию в пасеке. Чтобы продукции было больше, сюда вот можно класть рамки. Вот, давайте посмотрим, какие есть рамки здесь, например. Есть необработанная, самая примитивная, она делается из палки и нитки. Есть уже более продвинутая, пропитанная и, соответственно, проверенная. Но они различаются просто по времени действия. То есть у них со временем они расходуются и ломаются. Если кладем все три рамки, продукция у нас увеличивается. В принципе, я уже на самом деле привык использовать вот эти пасеки без рамок, потому что туда класть их постоянно неудобно. Дальше, на что стоит в пасеке внимание обратить, это вот здесь вот, в каком климате у нас пасека находится. Во-первых, температура вот обычная и, соответственно, влажность. Это влияет на то, как у нас будет пчела работать. Ну, про гены я потом попозже расскажу. Также здесь
есть вот такое вот окошко. Вы можете выставлять там, соответственно, типа общий доступ, приватный и так далее. То есть общий, там, не знаю, приватный для себя, ограниченный какой-нибудь там, например, наверное, для тех, кто в привате. Что это значит? Вы, допустим, эту пасеку можете даже в мире где-то поставить на незаприваченной территории и с помощью этого флажка переключить на себя. И никто не сможет в нее зайти, в этот блок, и сломать его не сможет. Вот, пчела работает, и постепенно здесь будет появляться продукция. Но она работает не очень быстро, потому что у нее слабые гены. И кроме того, здесь отсутствуют рамки. Вот, поэтому продукцию она производит достаточно медленно. Когда пчела отработает, она погибает, и появляется снова такая вот принцесса, и еще один там, и несколько трутней, в зависимости опять же от генов. То есть это может быть один трутень, 2, 3 или 4. От 1 до 4 трутней появляется и принцесса. Дальше, соответственно, мы снова помещаем сюда принцессу, трутня, получаем матку, и матка снова производит продукцию. И вот так вот циклом. Вот сейчас покажу, как я это автоматизировал. Да, кроме того, помимо, значит, пчелиного домика и пасеки, есть еще такие в стандартном же форестре, такие вот большие ульи. Это конструкция из 3 на 3 и высоту на 4 блока. Тут у меня просто под землю еще один блок идет. Вот. И сверху такие вот дубовые плиты ставятся. Значит, пчелиный улей, он крафтится, сейчас покажу. Такой вот пчелиный улей. Значит, для него нужно опять же пропитанный корпус сделать. И такие вот пропитанные обшивки. Они делаются опять же в плотнике, но здесь уже потребуется вам маточное молочко, скопление пыльцы. Это производят пчелы, это их продукция. Вот, например, маточное молочко это имперское производит. Скопление пыльцы у нас производит трудолюбивая пчела. Ну, а воск, он, как правило, из многих сорт производится. Там очень много видов, из которых можно этот воск получить с большим шансом. Вот, значит, плотники производим. Здесь уже в качестве катализатора вам потребуется мед. Вот. В предыдущем видео я также показывал, как я получаю мед там, с помощью соковыжималки. Вот. Итак, значит, допустим, мы скрафтили такой вот пчелиный улей. Выставляете конструкцию 3 на 3 куб и сверху такие вот дубовые плиты. Ну, не обязательно дубовые, то есть любые плиты деревянные. Поставили и получаем вот такую вот конструкцию. Здесь интерфейс очень похож на пасеку, единственное, что здесь отсутствуют как бы слоты для этих самых, для рамок, но они здесь и не нужны, потому что у пчелиного улья и так очень хороший выход продукции. Вот, пожалуйста, практически мгновенно у меня крафтится что-то. Ну, тут еще и пчелы с хорошими генами. Это, кстати, пчелы не из стандартного форестри, это из Magic Bees. О них я потом попозже обязательно расскажу. Вот. Так. Давайте, наверное, еще покажу, как я это автоматизировал. То есть у меня здесь все автоматически происходит. Сейчас покажу. Там вариантов для автоматизации много. То есть можно это сделать с помощью мода Applied Energetics. Можно сделать с помощью мода BuildCraft. Какие еще варианты? Не знаю, может быть, например, Red Power 2, если вы играете на каких-то старых версиях. Но вот здесь я у себя сделал автоматизацию с помощью мода Ender.io. Очень удобные трубы. То есть одна труба у меня откачивает вот, автоматически продукцию. Рядышком труба у меня с первым приоритетом помещает в улей обратно то, что он может принимать. А принимать он может, соответственно, принцесс и трутней обратно. То есть вот эти вот принцессы и трутни, которые после смерти матки образуются, они в эту трубу попадают и первым приоритетом идут обратно в улей. Попадают, здесь снова принцесса с трутнем скрещиваются, образуют матку, матка производит продукцию. Вот, пожалуйста, продукция произвелась, откачалась. Поскольку продукция не может возвращаться обратно в улей, она идет дальше. Вот сюда сундук попадает, буферный, и дальше я его забираю в свою систему и перерабатываю. Вот у меня соты идут, например, и продукция здесь. У меня соты перепроизводятся, здесь у меня, соответственно, какая-то продукция сортируется, направляется в мою систему. Вот так и живем. Такую же автоматизацию можно сделать, например, и для обычных пасек. Но здесь в качестве пасек я использую не стандартные пасеки из мода, из стандартного Forestry, а использую Magic Apiary из Magic Bees. Это, по сути, улучшенная версия пасек. Вот, магические пасеки, у них продукция еще больше выход имеет. И эти пасеки еще можно, соответственно, там с помощью узлов подпитывать. Но об этом потом расскажу. Ну, вот такая же система здесь, соответственно, труба, выход, который у меня откачивает, вот здесь вот. Первым приоритетом возвращаю
принцессы трутней, а все остальное у меня идет, соответственно, сундук какой-нибудь буферный, с которого я уже дальше распределяю по системе. Вот так вот. В этом моде очень много различных видов пчел. Вот это я показал только какие-то стандартные, соответственно, ульи, из которых выпадают соответствующие пчелы. Давайте посмотрим, как они выглядят для интереса. Куда-нибудь сейчас в лес, например. Или куда-нибудь на нейтральную территорию тэпнемся. Вот. Это стандартные. Так, раз, два, три, четыре. И еще вот этот. И вот, допустим, посмотрим, что из них там выпадает. Это стандартные пчелки. Вот, соответственно, тропическая. Там еще какой-то трутень выпал. Вот это доблестный. Он доблестный пчела, трутень или принцесса, выпадает с некоторым шансом из любого улья. И у них просто есть определенные гены, очень полезные. Вот. Я еще сделаю в описании или где-нибудь в комментариях ссылочку, чтобы вы могли пройти, посмотреть, соответственно, какие ульи, каких пчел дают. И, соответственно, какие пчелы стандартные производят какую продукцию. А уже про гены и как пчел получать различного вида я в следующем видео, наверное, расскажу. Так, вот он болотный, болотная пчела. Вот это у нас луговой улей, луговая выпала. Это тропическая пчела. Так, вот еще, соответственно, лесной и зимний. Вот, у каждой пчелы есть какие-то свои особенности. То есть они работают в определенных биомах, они производят определенную продукцию. В описании где-нибудь я оставлю ссылку на MindWiki, где можно будет подробно почитать, какие соты и какую продукцию производят пчелы. И, соответственно, из каких сот они выпадают. А в следующем видео я уже расскажу про гены пчел подробно, соответственно, как их скрещивать, как выводить новые виды. Вот, если вам это видео было полезно, то, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Оставляйте в комментариях, может быть, что-то я не рассказал, чтобы вы хотели посмотреть еще, узнать. Вот, спасибо за просмотр.